Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами приготовим картофельную бабку. Это очень простое блюдо. Ингредиентов совсем немного. Готовится оно в течение часа 20 минут. Это очень вкусно, питательно. И самое главное, что это блюдо можно приготовить впрок. То есть на завтра оно не менее вкусное, чем свежее. Это блюдо национальной белорусской кухни. Что-то похожее есть в литовской, в украинской кухне. Другими словами, это запеканка из тертого картофеля с поджаркой из грудинки. Ну что, друзья, приступим. Первое, что нужно сделать, приготовить поджарку. У меня полкилограмма свиной грудинки. Ее нужно нарезать мелконько, кусочками по 1 сантиметру. Нарежу сначала на вот такие полоски. Стараюсь, чтобы был 1 сантиметр, но не очень получается, немножечко пошире выходят полоски. Теперь нужно убрать шкурку. И режем по полсантиметра кусочки. То есть ширина полосочки у нас сантиметр, а кусочки режем по полсантиметра. Грудинку порезали. Получилось вот такое количество мелко нарезанных кусочков. Далее нужно порезать лук. У меня 2 луковицы, 1 средненькая, 1 маленькая, но можно 1 большую луковицу. Резать лук, ну тут уже как вы любите. Если вы любите, чтобы покрупнее лук был, можно покрупнее порезать. Я не люблю крупные куски лука в запеканке, поэтому порежу помельче. Перекладываю в чашечку, чтобы на доске лежа не ел глаза мне лук. Вообще меня научили, чтобы меньше слез было, когда режешь лук. Дуть перед собой так. Вот я режу и дую перед собой, хотя все равно глаза слезятся. Ну, меньше. Лук порезала. Теперь нужно сделать поджарку. То есть поджарить грудинку вместе с луком на сковороде. Сковороду поставили на плиту. Она у нас уже нагрелась. На сухую сковороду выкладываю порезанную грудинку. Масло не добавляю, потому что грудинка с салом, сало должно вытопиться. Жарю на большом огне, чтобы быстрее. Нужно, чтобы обжарилась грудинка и лучок. Так, грудинка почти готова. Осталось совсем немножко пожарить ее. Совсем до сухарей выжаривать не нужно. Но так, чтобы хорошо сало растопилось, надо пожарить. Уже видно, сколько вытопилось сало. Ну вот, пожалуй, все. Сейчас я буду доставать грудинку, чтобы сальце осталось растопленное. На нем мы будем обжаривать лук. Кто-то сразу добавляет лук на грудинку, но я так не люблю. Мне кажется, так неравномерно прожаривается лук. Выкладываем на сковороду лук. Обжариваю его до золотистого цвета. Пережаренный лук будет невкусный в бабке, поэтому вот, все, готов. Перекладываю лук в грудинки. И перемешаю, чтобы подружился лук с грудинкой, пока мы будем готовить картофель. Поджарку мы с вами подготовили. Теперь переходим к картошке. У меня в кастрюле 2 килограмма уже очищенного картофеля. Его нужно натереть на мелкой терке. Ну, сразу честно скажу, я над таким подвигом не готова, поэтому я пользуюсь вот такой электротеркой. В продаже этот аппарат называется ломтерезка. Там насадки с разными терками, мелкими, крупными, слайсами для капусты. У меня насадка мелкая терка. Картофель разрезаю.
опускаю в емкость. Таким образом измельчаю. Картошку натерли. Получился вот целый тазик тертого картофеля. Первое, что нужно сделать, добавить к картофелю 2 ложки сметаны. Причем это нужно сделать как можно быстрее, как только натерли, потому что картофель может потемнеть. У меня обычная сметана, 15%. Жирность сметаны не имеет значения. Важна кислота. Добавить в картошку кислоты молочной, и картошка темнеть не будет. Такие полные большие ложки сметаны, 2 с горкой, я добавляю. И перемешать. Я картошку не отцеживаю, жидкость не сливаю. Я знаю, что некоторые хозяйки отцеживают картофельный сок, вместо него добавляют молоко. Но я сегодня вам показываю классический рецепт картофельной бабки. Там именно вот так вот. Картофель натирается, добавляется сметана. Теперь давайте включим духовку, чтобы она разогревалась до 180 градусов. Я выставлю 1 час. Примерно через 50 минут я подойду и посмотрю, что происходит с моей бабкой картофельной. Попробую. Возможно, уже будет готово. Дело в том, что все зависит от формы, в которой будет выпекаться картофельная бабка. У меня вот такая достаточно большая форма, и высота запеканки будет не очень большая. Можно взять меньшую форму, тогда высота запеканки будет больше, и, соответственно, времени для того, чтобы она пропеклась, тоже нужно больше. Натертый картофель со сметаной нужно посолить и поперчить. Все это делаем по вкусу. Помним о том, что в поджарку, в жареную грудинку с луком мы не добавляли никаких специй, поэтому все специи добавляем сейчас. И соль. Ну вот соль надо пробовать уже. Теперь добавляем поджарку, грудинку жареную с луком в картофель. И аккуратненько перемешиваем. Хорошо перемешиваем, чтобы грудинка распределилась по картофелю желательно равномерно. И в запеканке, чтобы она потом запекалась равномерно. Теперь я возьму форму, смажу ее подсолнечным маслом слегка. Хорошенько промазываю бока, чтобы потом было удобнее доставать ее из формы. И переливаю бабку в форму. Распределяем ее, чтобы ровным слоем была. Ну вот, в принципе, на этой стадии большинство хозяек и ставят в духовку запеканку. Но у меня есть одна хитрость. Чтобы сделать корочку румяную сверху и запеканку вкуснее, придать ей такой сливочный вкус, я сверху кладу тоненькие пластиночки сливочного масла. Тоненькие пластиночки, вот такусенькие, и выкладываю по поверхности. Не близко так, на расстоянии, чтобы сильно жирно не было. Кто-то, я знаю, сверху сметаной смазывает. Ну, мне вот так больше нравится. Духовка наша нагрелась, отправляем бабку запекаться. Друзья, бабка испеклась. На это ушло 50 минут. Я выставила на плите 60, но за 10 минут посмотрела, и бабка уже готова. Замечательная получилась корочка. Сейчас я отрежу кусочек и положу на тарелку. Посмотрите, замечательно. Сверху корочка, все поджарилось. Внутри кусочки свинины и тертый картофель запеченный. Вкусно, необыкновенно. Пахнет очень аппетитно. Советую всем приготовить. Друзья, я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Таким образом у вас всегда под рукой будут простые, вкусные, экономичные рецепты. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.